Очень часто в фильмах показывают, что человек, полицейский или там какой-то супергерой обязательно укрывается за тачкой. Друзья, всем привет! Я раздобыл FN SCAR L или МК-16, одна из самых узнаваемых натовских винтовок последних 2 десятилетий. Ее делали под запрос спецподразделений, и получить нужно было 5,56×45, которое было бы надежным, удобным под обвес и быстро подстраивалось бы под бойца. И, собственно, такую винтовку создали. SCAR L она называется, потому что Height — это другой калибр, она более тяжелая, а это легкая. Производитель — бельгийская компания FN Herstal, семейство SCAR, то есть родом из Бельгии, как вы поняли. Для американского рынка и контрактов ключевую роль здесь играет компания FN America. Часть выпуска и сборки ведется в США. Поэтому в обиходе SCAR L часто называют бельгийской, хотя она давным-давно стала международным продуктом. В первую очередь с американской промышленной базой. Главное в SCAR L — это не какая-то магия точности, а сочетание практичных вещей. Здесь газоотводная автоматика с коротким ходом поршня. Это типа репутация надежной схемы в грязи и пыли. Эргономика и управление, рассчитаны на работу в перчатках и на разные привычки стрелка. Модульная философия. Здесь много места под оптику, прицелы, фонарики, рукоятки. Здесь складной и регулируемый приклад. Все заточено под настройку под задачу. Хотя складывается он, конечно, не очень удобно. Вот я его сильно нажимаю. Прям очень сильно, чтобы сложить. Надежность — наше все. У меня здесь стоит самый обычный коллиматор, который вы можете увидеть у любого американца, конечно же. Есть, если полетит коллиматор, магнифайер или еще что-то, можете выставить обычный прицел. Ну как обычный? Выглядит он весьма необычно, но мне это нравится. Отгибается мушка вот так. Целик тоже ставится. Целик здесь телескопический, и он регулируемый. Сейф, одиночка и автоматический огонь. FN Herstal Belgium SCAR L. Калибр 5,56×45. Друзья, кстати, мне подписчик подарил 2005 года Touareg Volkswagen. И я вам скажу, что я летаю на нем под 200 в некоторых местах, и он отлично справляется со всеми задачами, которые мне нужны. Единственное, разбил стекло. Сейчас заказал стекло, и мне его скоро привезут. И, кстати, да, мы не меняем тачки каждый день. Это не кроссовки, но рынок сейчас замедлился, и кто-то вообще говорит, что он умирает в плане продаж. И вот в такие моменты как раз и появляются интересные предложения. Если вы планируете обновить тачку или просто присматриваетесь, ни к чему не призываю, но рекомендую зайти на Автоспот и просто посмотреть цены. Почему? Потому что за вас уже сделали большую работу. Все предложения от официальных дилеров собраны в одном месте. Не нужно обзванивать салоны, сравнивать прайсы и выяснять, а это с допами или без. Выбираете нужную модель, заходите в карточку, нажимаете вкладку «Сниженная цена» и видите, из чего эта скидка складывается. За кредит, за трейд-ин или за спецпрограмму. Все максимально прозрачно. Дальше все просто. Оставляйте заявку, вам перезванивает дилер, у которого реально стоит эта машина, быстрая бронь, едете оформлять и без лишней суеты. И если машина у вас уже есть, там же можно нормально сэкономить на техобслуживании. На карте отображаются предложения от официальных сервисов, и можно выбрать выгодный вариант и не переплачивать просто по привычке. И еще момент для тех, кто крутится в теме, кто перепродает тачки, кто занимается машинами, скажем так. Сейчас на Автоспоте появляются предложения по БУ, которых нет на всех известных сайтах объявлений. Иногда можно урвать хороший вариант раньше остальных. Так что просто зайдите на Автоспот или скачайте мобильное приложение, пока ждете обед, в курилке стоите 10-15 минут, чтобы понять, что сейчас реально происходит на рынке и где можно хорошо сэкономить. Иногда разница в цене может быть комплект зимней резины, а иногда половина стоимости страховки. Проверить точно стоит. Переходите, ссылочку на Автоспот я оставил в описании. После выстрела ставлю на сейф, и это происходит. Рукоять переноса огня здесь стоит. Обычный армейский Made in USA магазин. И сегодня мы хотим попробовать кое-что, кажется, очень важное.
Если вы обратили внимание, у меня вот здесь стоит несколько тормозных дисков. Очень часто в фильмах показывают, что человек, полицейский или там какой-то супергерой обязательно укрывается за тачкой. Мы понимаем, что любой свинцовый сердечник пробивает спокойно любую машину. Ну, если не говорить, конечно, про движок. То есть в теории за движком спрятаться можно. Но спрятаться можно ли за тормозным диском? Тормозной диск у нас это такая почти разнесенная броня. Здесь, видите, есть даже воздух посерединке. И, наверное, каким-то образом или какое-то количество штук, если бы мы были в Болливуде, например, и в идеальном стечении обстоятельств по нам стреляют, а мы сидим, значит, голову прячем за, например, задними там, или передними дисками. И вот, собственно, попадает пуля. Что происходит? Тут тоже есть нюансы. 5,56 – это калибр натовский и иногда будет гражданский, но в нашем случае, раз уж вы в крупнокалиберном переполохе, здесь будут натовские патроны, я сейчас вам их представлю. Я притащил сегодня вам 4 основных боеприпаса калибра 5,56 на 45 НАТО, которые внешне, в общем-то, похожи. М193 – это самый ранний простой патрон в этой линейке. Он создавался для Вьетнама, для винтовок М16. Пуля здесь массой 3,56 грамма, классическая оболочечная, без каких-либо твердых сердечников, внутри обычный самый свинец. Главная особенность М193 – она очень высокую скорость показывает, особенно из длинных стволов, то есть 18-20 дюймов, например. За счет этого скорость пули при попадании в мягкие ткани чаще всего фрагментируется и создает такие тяжелые ранения, но по защите он слабоват. Реальный М193 уверенно пробивает стальные каски, пробивает около 3 мм обычной стали на достаточно близкой дистанции, типа на 100 метрах, например. Он не предназначен для пробития бронежилетов. По плитам он тоже бесполезен. Начнем с М193. Если мы заглянем под донышко, мы увидим, что здесь написано ПАК 223 Ремингтон. Знаете, чего это производство замечательной патронной? Это братушки из Южной Кореи прислали, сами знаете куда. Кстати, если вы думаете, откуда у меня эта винтовка, она в Украину попала множественными поставками. В общем-то, редкая достаточно винтовочка, но тем не менее здесь она встречается. В секретном канале я вам могу рассказать, как именно эта винтовочка попала в руки команданта. Заряжаем свинцовый сердечник, фактически пару патрончиков, и посмотрим, что будет с диском тормозным, если по вам стреляет Скар L, а вы бедовую свою голову решили подставить под ее свинцовый патрон. Так, вот это уже хорошо. Давайте дадим ему еще один шанс. Все будет хорошо. Еще разочек. Чуть левее взял, чтобы было лучше пробитие. И смотрите, первый пробивается свинцовый сердечник. Смотрите, что творит. Южнокорейский боеприпас из винтовки Скар дырявит одну очень мощную пластину, а вторую не пробивает. И это дает нам шанс на то, что в фильмах все-таки иногда говорят правду. Двигаемся дальше. Следующий патрон – это классический натовский М855, который был принят уже дальше на вооружение. Именно здесь появляется попытка бороться уже с защитой. Пуля здесь тяжелее, она 4 грамма. И главное отличие – это комбинированный сердечник. В носовой части такой стальной пенетратор, за ним идет свинец. И у американских патронов характерный бывает зеленый носик, у европейцев часто без окраса. Он создавался как универсальный боеприпас, чтобы работать и по людям, и по укрытиям. Реально М855 уверенно пробивает 3-4 мм конструкционной стали. Он стабильно поражает каски, щиты, кирпич, бетонные блоки и может, кстати, пробивать даже бронежилеты низких классов, например, Nidж 3A. По сравнению с предыдущим М193 он хуже фрагментируется, но значительно лучше работает по преградам. Это М855. Здесь, видите, на донышке написано LC.
LC означает Lake City Army Ammunition Plant, то есть это некоммерческий патрон, исключительно натовский, 24-го года выпуска. Фиолетовое вот это вот обведение означает, что он как бы всепогодный, то есть он предназначен для боевых, ну, как бы испытаний, для военных, так скажем. Заряжаем его и работаем. О! А вот это уже то, что мне нравится. И то, что действительно отличает южнокорейских братишек от настоящих американцев. Это натовский патрон, который уверенно пробивает диск. То есть, если вы собираетесь за этим диском спрятаться, и перед вами военные, это, знаете, как звездочки в Vice City. Если полицейские, гражданские патрончики, прячься сколько хочешь. А если военные, то нужно уже подкрепление в несколько дисков. Собственно, давайте проверим, сколько дисков пробивает М855. Работаем. Ну, еще разочек. Отдача хорошая, мне нравится, он не громкий, но он не громкий, потому что на мне наушники E-Armor. Это М33, хорошие наушники, которые хорошо глушат и позволяют мне общаться нормально с вами. Друзья, коль скоро уж я стал амбассадором E-Armor, предлагаю поговорить об этом. У меня тут целая коллекция, я их постоянно изучаю. Каждый раз нахожу для себя что-то новое и что-то лучшее. Есть у меня беруши, есть М31, М32, М300Т, есть М30. И сегодня я предлагаю остановиться на М300X и поговорить немножко подробнее. Если вы регулярно тренируетесь, у вас хороший настрел и вам обязательно нужны наушники, то это мой личный рекомендацион. М300X очень удобный. И, кстати, в комплекте здесь есть даже батарейки. Это активные наушники, которые делают две вещи одновременно. Они режут пиковый опасный ударный шум, но при этом усиливают окружающие звуки. Вы слышите разговоры, шаги, работу механизмов, но когда происходит выстрел, электроника моментально гасит пиковую нагрузку. Защита здесь до 24 дБ. Для стрельбища, и не только, кстати, вполне достаточно. В М300X стоит система с 4 микрофонами, по 2 с каждой стороны. За счет этого вы нормально слышите и ориентируетесь по направлению звука. То есть не просто что-то слышу, да, а справа, сзади, на 12 часов и так далее. Есть разъем AUX, потому что Bluetooth в некоторых местах, где работает рэп, например, вам будет недоступен. И здесь вы точно не прогадаете. Обычные батарейки 3АА или мизинчиковые в простонародье, вставляются 2 батареечки. Кстати, они уже идут в комплекте, потому что это очень важно. Забота о клиенте. И самое важное, это рабочий инструмент, это не игрушка для вида. Если вы серьезно относитесь к стрельбе и к собственному здоровью, то вы просто обязаны перейти по ссылке и хотя бы посмотреть, какие у ребят есть варианты. И Armor M300X — это как минимум та база, с которой стоит начинать, потому что слух, конечно, новый не купишь. Ссылочка в описании. Переходите. Пробитие есть одного диска. Такое ощущение, что здесь он прям хорошо раскрошился, а дальше уже все. Видите, сталкивается с поверхностью и не идет. Значит что? Значит, что одного диска недостаточно, а 2 дисков точно достаточно. Переходим к следующему патрону, который, в общем, не сильно отличается, но, тем не менее, мы попробуем. Все же европейцы, может быть, чем-то отличаются. Как сейчас, например, они спорят по поводу Гренландии, если вы понимаете, о чем я. Следующий и, наверное, очень похожий на М855 это СС-109 от RUAG. Это не отдельный такой новый патрон, это фактически европейская реализация того же М855. Та же масса, тот же самый стальной пенетратор, просто он произведен по стандартам европейского ВПК. Выглядят вот так вот в таких вот пластиночках. Отсутствие здесь зеленой окраски не означает, что он как бы внутри не такой же, он все такой же твердый, носовой сердечник внутри. По возможностям
полностью соответствует М855, и здесь как бы украшательство излишне. Заряжаем СС-109. Швейцарский патрон-аналог М855. Пробитие первой стенки есть, а второй пробития стенки нет. Вот вам, друзья, и вывод. СС-109, хоть и написано, что точно такой же, как 855, М855, да все же не такой. Одну стеночку пробивает европейский патрон, а вторую нет. С кем вы воевать вообще собрались? С зеленым наконечником это у нас М855А1. Это уже не просто улучшенный 855, это патрон нового поколения, созданный после Ирака и Афганистана, когда стало ясно, что старый патрончик уже не гарантирует поражение целей в современной защите. М855А1, здесь нет свинца, пуля состоит из медного тела и удлиненного, закаленного пенетратора. То есть он выходит вперед, и значительно выше у него давление и скорость. Здесь была изменена геометрия для лучшего пробития, и реально М855А1 уверенно пробивает более 6 мм стали. То есть он уверенно поражает плиты уровня Нич 3, значительно эффективнее по укрытиям, чем 855. Он наносит тяжелые ранения даже без классической фрагментации. По сути, М855А1 это уже такая переходная форма между обычными болами и к полноценным бронебойным патронам. Это 855А1, самый мощный боеприпас 5,56×45, натовский. Это тоже Lake City, тоже некоммерческий, тоже исключительно натовский. Так, давайте посмотрим. Поставим сразу же два диска. В одном нет смысла, потому что пробьет 100%. Пробьет ли два диска? Действительно ли он настолько бронебойный? Или за двумя дисками, если кто-то целится под 90 градусов, вы можете спасти свою головешку. Кстати, в нашем секретном канале я покажу, как она стреляет автоматически. О, крупненькое попадание. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Смотрите, пуля распадается на две части. И фактически ее вот этот передний стальной сердечник во втором диске засыпает. Да. Два диска даже с самым мощным натовским патроном 5,56×45 не пробиваются. Было бы, кстати, здорово посмотреть, пробивается ли он нашим игольником второй-то диск. Но, знаете, в кои-то веке можно сказать, что за машиной есть смысл прятаться. И не только за движком, но и за задним колесом или за передним тоже. Потому что два тормозных диска могут остановить пулю даже самого мощного американского военного. С вами крупнокалиберный переполох, и не переключайтесь. Дальше будет интересней.